Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что случится вопреки всему? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну что, мои мальчишки дорогие, я могу вам сказать, что многие из вас сейчас как будто находятся, знаете, вот в ожидании любви, в каком-то предвкушении, да, вот вы человечек, который очень так ориентирован на семью, на любовь, на стабильные, серьезные отношения. Вы не будете играть в кошки-мышки с человеком, который вам не интересен. Да? Вы не будете встречаться просто для того, чтобы поразвлечься. Хотя, опять-таки, да, это общий расклад, у кого-то может проиграться немножко по-другому, да. Но, еще раз говорю, большинство из вас ориентированы именно на стабильные отношения. Вы хотите любви, причем вам хочется любви такой вот взаимной, да. Не игра в одни ворота, а чтобы была отдача. Вам бы хотелось вот иметь именно свою такую одну единственную императрицу, то есть главную женщину в вашей жизни. У кого-то, кстати, может проиграться, что даже вы уже встретили такую женщину, да, это новые отношения, это новая любовь, когда вы еще присматриваетесь, да, хотя человечек вам безумно может нравиться. Но опять-таки, поскольку в вашей жизни были и много неприятных моментов, связанных с женщинами, да, мы не будем углубляться в прошлое. Поэтому вы, конечно же, да, вы влюбляетесь, да, вы продолжаете кто-то поиски женщин, но опять же это, ну, такой с некой осторожностью, да. Напишите в комментариях, давайте снова сделаем маленький опрос такой. Вы действительно, вот когда знакомитесь теперь с женщинами, вы с опаской, да, входите в новые отношения, вы присматриваетесь, либо же так, снова в омут с головой. Напишите, у кого как отыгрывается. Вы человек, который любит такую, знаете, стабильную жизнь, в которой не нужно суетиться, в которой не нужно куда-то мчать, спешить. Знаете, вот, ну, ощущение, что вы уже свое отбегали, да? И это не обязательно с возрастом связано, да, а вот именно как будто вы подустали от суеты, от всех тех забот, которые в тот или иной период сваливались на ваши плечи, да, потому что вы такой человек, который... Ну, в общем-то, привыкли вы сами решать свои проблемы. Вы очень редко ищете помощи, да, это может быть, когда уж, ну, слишком так прижмет какая-то ситуация, да, тогда вы можете обратиться там либо к друзьям, к родственникам, может быть, за помощью, за какой-то поддержкой. А так, в принципе, вы всегда стараетесь вот все взваливать на свои плечи. И вот у кого-то из вас проиграется, что ну реально вы подустали, вот как будто внутренне надломились, да, вот такой вот именно вот житейская такая усталость. Может быть, это даже моральное какое-то эмоциональное выгорание, да, потому что, ну, человек же, ну, тоже не воловая лошадь, да. Вы же не можете бесконечно все это тянуть, да, конечно же, рано или поздно наступает усталость. В вашей жизни было довольно много и конфликтных ситуаций, да, которые, в общем-то, вас и подзакалили, и я не скажу, что вы тоже человек, который не может дать сдачу, скажем так, да, вы, если того требует ситуация, тоже можете, ну, сказать и крепкое словцо, вы можете поставить человека на место. И вообще вы такой довольно неплохой дипломат. Вы умеете лавировать, вот опять-таки вы подстраиваетесь под ситуации, где нужно схитрить, где нужно вы сманипулируете. Я не говорю это в плохом ключе, да, этим занимаются абсолютно все люди, да, просто каждый ищет свою выгоду, да, вот, смотря какая ситуация. Далее, что еще мне о вас скажут? Ну, то, что вы пережили сложные отношения, ну, это даже не обсуждается. Я думаю, здесь, наверное, чуть ли не все ее пережили, да, и у многих из вас до сих пор есть какая-то
обида, осадок, да, и даже если уже это прошло очень много лет, да, у кого-то после разрыва, все равно у вас есть и претензии к женщине, и, ну, реально, вот как будто злость до сих пор не поутихла. Это та ситуация, когда вот хочется сказать, да, исчезни из моей жизни, как кошмарный сон. Вот реально, многие из вас хотят забыть прежние отношения просто как кошмарный сон. Вы человечек компанейский, вы любите шутки, прибаутки, анекдоты. Вы такой человек, к которому, в общем-то, тянутся люди. И вообще такой, знаете, вы излучаете энергетику света, доброты, тепла вот какого-то. Люди к вам тянутся. Причем я вам скажу, что даже женщины к вам тянутся, хотя вы не всегда их замечаете, этих женщин. Вы человек логики, вы человек, который всегда все хорошенечко обдумывает. Вы не будете совершать каких-то необдуманных поступков. Вы, может быть, даже, ну, в каком-то смысле даже обдумываете больше, чем того требуется, да, ну так, чтобы перестраховаться 10 раз все так, постарайтесь предугадать, просчитать на 10 шагов вперед, да, ситуацию. То есть вы такой человек логики, да. У кого-то может проиграться даже, что вы человечек воздушного знака зодиака. У кого-то может проиграться, что вы, ну, либо как-то же связаны вот с наставничеством, с обучением, да. Кто-то, может быть, сам учится сейчас. Это повышение квалификации, это второе образование, это какое-то переучивание. А может быть, кто-то из вас даже вот, ну, реально преподавателем, там, я не знаю, в школе, в институте, в университете, где угодно. Ну, то есть каким-то образом вот вы и знания, ну, очень тесно связаны. Это, кстати, еще может быть, что вы такой сами по себе человечек любопытный и любите что-то почитать, посмотреть, может быть, такое вот именно познавательное. Я думаю, вам даже особо такие развлекательные особо программы не нравятся, а вот именно познавательное, вот у каждого это свое будет направление. Напишите, ребят, вот если вы смотрите какие-то познавательные передачи, вот какая тематика вам интересна? Вот о чем вы пытаетесь узнать, может быть, побольше, да, вот просто для саморазвития. Итак, давайте-ка будем смотреть, что случится в вашей жизни вопреки всему. Я буду рассказывать, да, разные факты, а вы переворачивайте под себя. И помним, что это общий расклад, да, кому-то одно подходит, кому-то другое. Поэтому, что вам подойдет, берите себе в копилочку. Итак, ух ты, сразу же мне показано, что кто-то из вас пойдет вот по карьерной лестнице, денежек у вас добавится. Опять же, у кого-то это будет карьерная лестница, у кого-то это будет, может быть, вам добавят зарплаты за то, что вы там, ну, хороший работник, либо же какую-то, я не знаю, работу, может быть, сверх нормы выплатили. Та же самая премия, отпускные, кому-то могут долги отдать, кому-то наследство может перепасть. Ну, то есть денежек у вас добавится однозначно. Кто-то, может быть, даже поменяет работу, и эта работа может стать лучше, чем была раньше, как-то даже круче во всех отношениях, ну и, конечно же, по деньгам. Снова мне показывает, да, вот то, что я только что и говорила, в общем-то, что кто-то из вас, ну, либо же сейчас вот занимается каким-то самообразованием, либо же вы вот планируете, да, куда-то поступить, либо же повысить свою квалификацию. Но вот постоянно вот знания крутятся вокруг вас. Если кто-то из вас реально планирует, может быть, второе высшее, да, получать, может быть, вы просто хотите поменять работу, и для этого вам нужно обучиться, да, я вам скажу, что очень благоприятный период, и вам даже будет нравиться то, что вы будете познавать. У многих из вас проиграется, конечно же, новая любовь. Вы станете, ну, любящим и любимым человеком. Причем это будет любовь такая очень, знаете, спокойная, гармоничная. Это будет женщина, которая ничего, в принципе, не будет от вас требовать. Кто-то из вас скажет, да таких не бывает. Знаете, вот она настолько такая, вот какая-то, я даже не знаю, вот какие слова подобрать, чтобы ее описать.
комфортная, уютная, удобная, да, вот, по крайней мере, такое ощущение с ней будет. Вот как будто вы будете на одной волне. Это та самая ситуация, когда вот один человек не успеет подумать, а второй либо же продолжает предложение, да, вот, либо же вот вы там подумали, вот хотелось бы водички попить, да, а она раз и приносит вам стакан воды, ну, в таком плане, да. В общем, ребят, вы любитесь, ну, просто по самые уши, причем это будет взаимно. У кого-то из вас идет какая-то вот непредвиденная поездка, причем это может быть поездка такая даже, ну, может быть, чуть ли не среди ночи, это может быть темное время суток, вплоть до того, что вам, может быть, кто-то позвонит и скажет, что вот, приезжай там, да, это не обязательно, что там, не дай бог, что-то случилось, нет. Но вот как-то, знаете, может быть, вас на отдых куда-то резко так неожиданно друг пригласит, либо еще что-то, да. Ну, то есть вы так, знаете, как будто сидели, рванули и поехали. У кого-то может проиграться, наружу вылезет обман. Вылезет обман от человека, от которого вы, может быть, даже не ожидали этого. Ну, давайте уточним. От женщины, ребят, кто сейчас находится, ну, может быть, в длительных токсичных отношениях, особенно к вам я обращаюсь, у вас женщина 100% материально ориентированная. Ну, то есть большая любительница денег, большая любительница подарков и вообще ищет по жизни выгоды. Вы узнаете какую-то неправду, какое-то вранье, связанное с этой женщиной. Кто-то, может, ну, подловит ее на измене, кто-то на вранье подловит, да. Будет тяжело, будет обидно, будете задумываться, как двигаться дальше в этих отношениях. Но я не вижу, что пока вы готовы ставить точку. Вот не готовы. Да, будет больно, будет неприятно, будет обидно, но точку ставить с этой женщиной вы все равно не готовы. Хотя, как мне показано, знаете, кто-то из вас все-таки будет, все-таки решится поставить точку, да, не все будут сомневаться, а вот ситуация отшельничества у кого-то из вас проиграется, да, закончится терпение, не захотите пребывать в токсичных отношениях, да, поэтому возьмете вот такую либо же паузу, либо же, ну, кто-то реально подаст на развод. Далее, знаете, вот будет такой момент, как будто переосмысление жизни, принятие важных решений. Опять-таки, у каждого из вас это будут свои важные решения, но то, что вы давно не решались, может быть, сделать, вот вы просто плюнете на все и поступите вот так, как вы хотели, может быть, даже давно хотели поступить. Опять же, переворачивайте под себя, у кого какие планы были. Да, кто-то реально, может быть, хотел на развод подать, но не решался, теперь подаст. Кто-то хотел куда-то уехать, кто-то хотел работу поменять. Ну, то есть у каждого из вас будет своя ситуация, но то, что у вас жизнь, ну, круто поменяется. Я не говорю, что у всех она поменяется именно в личной жизни. Здесь именно и карьера, здесь и деньги, и та же личная жизнь. Здесь у всех будет вперемешку и по-разному. Да? У кого-то может быть два в одном. И женщина появится, и работу поменяете. Далее, знаете, те, кто из вас, допустим, долго, может быть, не общались с детьми, либо же вам женщина не давала общаться, знаете, эта ситуация тоже улучшится. Вот как будто она прозреет, захочет чаще давать вам видеться с ребенком, да, вот как будто вот смягчится ее сердце, так скажем, да, вы, конечно же, будете этому ужасно рады. И, ну, конечно же, папа, вы замечательный, вот у кого есть дети, дети ваше все. Детьми вы живете, за детьми вы безумно скучаете, страдаете, особенно у кого это дети, ну, не совсем взрослые еще, да, когда хочется и погулять, потискать, побаловать, да, какими-то вкусняшками, подурачиться и так далее. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, те, у кого есть маленькие дети. Кто-то из вас поднимет круто свою самооценку.
Вы вот почувствуете, что все-таки жизнь продолжается, да, какие бы сложности не были, как бы вас судьба злодейка не испытывала, почувствуете вот какую-то уверенность в себе. Это может быть и под влиянием других людей, да, потому что у вас есть люди, ну, вокруг, да, так скажем, близкие люди, ваше окружение, которые, опять-таки, и какие-то подсказки вам дают, и какую-то помощь, советы, да, плюс какое-то вот ваше переосмысление вашей жизни, ошибок и так далее. Но оно реально поменяет вот даже внутреннее самоощущение. Еще раз говорю, почувствуйте себя увереннее, как-то, ну, даже окрылитесь немножко, да, вот какая-то мотивация появится, и те, кто еще не повстречал женщину, она у вас будет, да, как я уже сказала. Ну, вы реально поймете, что нужно двигаться вперед, и как минимум даже для того, чтобы, ну, начать новые отношения, да, нужно немножко встрепенуться, взбодриться, а не сидеть и повесив нос, да. То есть вы поймете, что жизнь продолжается, что в вашей жизни обязательно будут отношения. Вот какая-то надежда такая, вселенская надежда у вас появится. Поэтому, ребят, я бы сказала, что, знаете, таких прям вот плохих перемен я не вижу. Ну, даже вот смотрите, у нас туз кубков выпал напоследок. Однозначные перемены к лучшему, особенно в личной жизни, вот кто ждет. И как в начале расклада вот у нас было, да, что многие из вас хотят, надеются, вот верят в новую любовь. И вот, нате вам, пожалуйста, даже на дне колоды, ребят, ну просто до мурашек, да, вот причем такая страстная любовь. Это и взаимная, и страстная любовь. Такая очень активная жизнь у вас начнется, причем вот как-то те, кто были больше домоседами, вы станете вести более активный образ жизни, вы станете больше общаться с людьми. Это может быть, кстати, связано и с тем, что у вас новые отношения начнутся. Конечно же, она вас будет вводить и в свою семью, в свой круг знакомств, ну, со своими друзьями теми же, да, познакомят. То есть, знаете, я вам скажу, что вы, в принципе, не соскучитесь. Горевать, страдать вам будет незачем даже, да, и не будет времени. Жизнь будет полна событий, очень такая насыщенная. Поэтому, ребят, все у вас получится, все будет хорошо, и не вешать нос гордой Марины. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!